Какие ошибки чаще всего приводят к отказу в грин-карте? Сегодня нам поможет разобраться иммиграционный адвокат с более чем 25 годами опыта в иммиграционном законодательстве США, лицензированный юрист Татьяна Аристова. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Татьяна, давайте сразу с самого главного. По вашему опыту, какие самые сложные, самые горькие ошибки встречались, когда людям отказывали в грин-картах? Спасибо за этот вопрос. Я считаю, что тема давно назревшая, наболевшая, ее, безусловно, надо обсудить. Начну с большой такой группы ошибок, которая наиболее меня огорчает всегда в моей работе. Это ошибки, связанные с обманом. Они бывают, естественно, самые разнообразные, и я хотела бы поговорить о самых таких тяжелых и печальных для меня. Итак, первая группа ошибок или обманов связана с тем, что человек кривит душой и врет при получении визы для того, чтобы приехать в Америку. Дело в том, что получение визы, как правило, туристической визы, гостевой визы, для человека обычно не играет очень большой роли. Ему кажется, что ну, я приеду, посмотрю и уеду. Человек не уделяет большое внимание заполнению анкеты, тщательному указанию всех мест своей работы. Или, скажем, прямо доверяется каким-то недобросовестным туристическим агентствам, которые пишут то, что им кажется может помочь человеку получить визу, и потом, естественно, не заботятся о том, чтобы это хоть как-то соответствовало действительности. Итак, человек приезжает в Соединенные Штаты, потом как-то его планы меняются, он пытается здесь остаться, и вот здесь, к сожалению, эти обманы очень сильно влияют на все, потому что стоит помнить, что любой миграционный офицер, который будет рассматривать любое дело, которое вы здесь подаете, на основе убежища, на основе брака, на основе работы, даже заявку на студенческую визу, любой миграционный офицер прежде всего поднимает ту анкету, которую вы заполняли в американском консульстве. Поэтому, безусловно, очень важно не врать при заполнении анкеты, потому что иначе все это вам вспомнится, поднимется и будет очень сильно мешать. Вторая группа ошибок связана вообще с фиктивными делами, например, такими как фиктивный брак. Опять же, людям почему-то кажется, что это какая-то ерунда. Подумаешь, заключу я какой-то брак, получу документы и разведусь. К сожалению, это очень-очень серьезное преступление в Соединенных Штатах, и такая точка зрения неверна. Это федеральное преступление, за которое человек может быть посажен в тюрьму до 5 лет. С него могут взять штраф до 250 тысяч долларов. И более того, такое деяние несет за собой запрет на любые миграционные бенефиты в принципе. То есть, если вас поймали на таком деле, то вы уже не сможете даже получить убежище, скорее всего. То есть, это очень серьезное нарушение. Стоит помнить о том, что, собственно, и вторая сторона, которая соглашается на подобные альянсы, как правило, не является людьми кристальной честности, и, естественно, там можно попасть и на жуликов, и на организованную преступность, и на мафиозные какие-то группировки. И, в общем, результат может быть очень-очень печальный. Можно не только не получить документов, можно пострадать физически, можно понести серьезные финансовые расходы. То есть вот фиктивный брак – это тоже такая горькая очень ситуация, особенно если потом человек действительно находит здесь свое счастье и приходит ко мне вот на консультацию с такой ситуацией. Вот у меня сейчас счастливая семейная жизнь, дети, а вот в прошлом был фиктивный брак, и вот он мне мешает получить документы. Это очень-очень горько и обидно. Пожалуйста, не делайте так, это нехорошо. Я бы сказала, что еще есть ошибки, связанные также с обманом при, например, получении убежища. Это тоже такая история, которая почему-то, особенно людям молодым, кажется, даже где-то в чем-то веселой. И, например, большая группа обманов связана, вот мне кажется, часто очень это встречается. Люди пишут, что они принадлежат какому-то сексуальному меньшинству, если они к нему реально не принадлежат. Или люди пишут, что они принадлежат какому-то национальному меньшинству, которому они тоже не принадлежат. Вот. Бывает еще люди пишут себе какую-то религию, но эти вещи почему-то очень часто распространены. И если все это неправда, если все это вылезает, если офицер по убежищу видит, что у вас вот действительно никаких оснований просить убежища нет, это очень плохо.
Но сразу скажу, что еще более горькими ситуациями бывают те, где убежище, например, предоставили. Например, человеку предоставили убежище на основании принадлежности к какому-то сексуальному меньшинству. Проходят годы, человек получает грин-карту, а может быть даже и гражданство. Потом человек заключает брак, и оказывается, что любовь зла, и вот его супруг или супруга тоже нуждаются в иммиграционных документах. Или, например, родители нуждаются в иммиграционных документах. В иммиграционную службу летит петиция о том, что данный заявитель, который когда-то получил убежище как сексуальное меньшинство, теперь живет в браке с лицом противоположного пола, имеет семью и вообще как-то совершенно радикально изменился. Вот иммиграционная служба очень-очень редко принимает объяснения, связанные с тем, что человек как-то изменился или перековался. Это очень трудно донести до иммиграционного офицера. Иммиграционный офицер начинает подозревать обман, и очень часто начинается расследование. Расследование связано с не просто пересмотром дела, а с поиском каких-то таких следов на вашем деле, которые ведут к каким-то людям, которые, возможно, делают или делали это когда-то в таких массовых количествах. И раскрываются сразу большие какие-то схемы паутины, когда много народу по примерно похожим схемам что-то писало, и в итоге офицер получает награду, а человек теряет документы. Поэтому, опять же, призываем слушателей, зрителей такого не делать, выдумок не писать. Если у вас есть основания просить защиты у Соединенных Штатов, просить убежище, вы опасаетесь преследований, да, вы можете это сделать, но если реальных оснований нет, то придумывать что-то не стоит, потому что потом это, опять же, помешает вам уже после того, как вы прижились, стали строить здесь свою жизнь, и вот вдруг от всего этого нужно отказываться. И вот недавно появился такой интересный тренд, я его иногда замечаю на своих консультациях, и опять же призываю зрителей этого не делать, не совершать эту ошибку, когда человек не настоящим образом заявляет, то есть обманывает о том, что он подвергся так называемому абьюзу, то есть плохому отношению со стороны супруга или супруги. Таких вещей тоже делать не стоит, это все подлежит расследованию. Сейчас государство применяет довольно мощные системы, связанные с искусственным интеллектом, анализируют все эти заявки внимательно, данные анализируют, поэтому фиктивных каких-то дел, связанных с тем, что над вами как-то издевались, с получением статуса жертвы семейного насилия, делать не стоит. Если такая ситуация, да, безусловно, нужно просить защиты, вызывать полицию и подавать реальные настоящие дела. Но выдумывать такие вещи, что-то пытаться сфабриковать очень-очень чревато. Поэтому, опять же, призываем зрителей эту ошибку не совершать. Также я хочу напомнить зрителям, что это видео в образовательных целях делается, оно не содержит юридический совет. Если вам нужен юридический совет, если вы готовите грин-карту, то обязательно обратитесь к лицензированному адвокату. Контакты Татьяны Арестовой вы можете найти здесь внизу по ссылке в описании. Также вы можете найти контакты моей компании visanow.ai. Мы помогаем вам собрать и подготовить документы. Татьяна, а скажите, пожалуйста, вот если человек все честно делает на грин-карту, без обманов, но все равно ему приходит отказ. Исходя из вашего опыта, какие могут быть самые распространенные или самые обидные ошибки? Как раз ваше замечание о том, что стоит обратиться к адвокату, плавно подводит нас к следующей ошибке, которую часто совершают люди. Они либо пытаются сами решить свои миграционные дела, либо обращаются к так называемым паралигалам, то есть к людям, которые не имеют лицензии, которые совершают уголовное преступление, занимаясь такой вещью, как практика закона без лицензии. И то, и другое, в общем-то, не очень хороший подход к решению ваших иммиграционных задач. Дело в том, что американская иммиграционная система, система USCIS, она, в принципе, не рассчитана на пользователя, который пытается самостоятельно иметь дело с этой системой. Она не рассчитана на то, что вы все будете делать сами. Инструкции, пояснения часто читаются неоднозначно, толкуются неоднозначно, применяются совсем не так, как написано в инструкции. Формы часто являются неоднозначными, контринтуитивными, я бы так сказала. То есть по наитию это все сделать очень сложно. Система совершенно не рассчитана
на то, что вы будете иметь с ней дело самостоятельно. Поэтому мы призываем, опять же, я призываю всех подумать о том, чтобы при решении серьезных вопросов, а иммиграционные вопросы редко являются какими-то, скажем так, легкими и несерьезными. Это, как правило, важная для вас вещь, для вашей жизни. Поэтому призываем обращаться к лицензированным иммиграционным адвокатам. Я являюсь членом Ассоциации иммиграционных адвокатов. Она называется AILA, AILA. .org – это их сайт. На этом сайте представлены все иммиграционные адвокаты, которые серьезно занимаются иммиграционной практикой. Там можно найти адвоката в вашем городе, в вашем районе. Можно также обращаться к адвокатам в других штатах, потому что иммиграционная практика является федеральной. Соответственно, адвокат, имеющий лицензию в любом штате, может практиковать иммиграционное право на всей территории Соединенных Штатов. Всегда советуем как минимум взять консультацию, чтобы понять степень серьезности или сложности вашего вопроса. И, безусловно, призываю всех не обращаться к так называемым нотариусам, которые не имеют юридического образования и, в отличие от многих европейских стран, не имеют права заниматься практикой закона. И не обращаться к самопровозглашенным паралигалам, которые, собственно говоря, просто часто обманывают людей, оказываются мошенниками. Скажите, Татьяна, есть ли типичные ошибки при подаче на грин-карту через работодателя или по визе выдающихся способностей, то есть EB-1, EB-2, National Interest Waiver и другие? Да, безусловно, конечно, часто отказ приходит не потому, что дело изначально было обречено, а просто потому, что оно было, скажем так, неправильно подготовлено или пущено на самотек. Вот в случае с работодателем часто бывает такая ситуация, что дело, как говорится, пущено на самотек, отдано на откуп работодателю, работодатель нанимает своего адвоката, и я бы даже не сказала, что здесь дело сводится просто к отказам. Работодатель часто делает в итоге все хорошо, и работник получает грин-карту. Что вы теряете? Вы теряете время. Потому что интересы работодателя и ваши интересы часто не совпадают. Работодатель заинтересован в том, чтобы работник, которого он, например, привез из-за рубежа, часто по одной причине этот работник не особенно много получает. И такого же работника на рынке труда здесь за ту же зарплату не найти. Вот такого работника работодатель заинтересован держать на коротком поводке как можно дольше. Соответственно, юрист, который представляет фирму, адвокат, который представляет работодателя, ну, скажем, прямо заинтересован примерно в том же, он должен служить интересам своих клиентов постольку, поскольку он позволяет его лицензия. И здесь есть много разных вещей, которые и работодатель, и юрист работодателя могут сделать для того, чтобы процесс просто затянулся, и работник выработал бы весь ресурс и не ушел бы к конкуренту на более высокую зарплату. Поэтому, безусловно, просто положиться на работодателя, не проверять, что происходит, это часто распространенная ошибка. Опять же, иногда бывает, например, в каких-то небольших компаниях, то есть в крупных компаниях они обращаются, как правило, к адвокатам серьезным, а вот компания небольшая часто может вообще обратиться к юристу, который иммиграционной практикой серьезно не занимается. И вот тут уже возможны всякие ошибки и отклонения только потому, что данный юрист не специализируется, в принципе, на иммиграционном праве и вообще первый раз в своей жизни делает какие-то иммиграционные документы. Поэтому, безусловно, с работодателем нужно доверять, но проверять. Вот что касается людей, которые сами подают петиции свои, вот, я бы здесь выделила несколько таких вот часто встречающихся ошибок, с которыми люди обращаются, когда у них возникают проблемы, хотя кейс у них, в общем-то, неплохой. Вот, одна из обычно удивляющих меня ошибок – это попытка сохранить свой старый адрес. Почему-то бродит в народе такая вот байка, что если вы переехали и поменяли адрес, то все ваши документы будут потеряны. И что человек делает? Он в иммиграционную службу не сообщает о том, что он переехал и поменял адрес, но почему-то удивительным образом идет на почту и сообщает об этом почте, надеясь, что почта перешлет на новый адрес те документы, которые придут на старый. Значит, работает это точно наоборот. На иммиграционной почте есть, на иммиграционных конвертах есть какие-то пометки, которые почтальону говорят о том, что форвардинг нельзя делать по этой корреспонденции, и она очень часто возвращается в иммиграционную службу, и вот тут-то все и теряется.
Поэтому, безусловно, есть правило о том, что человек, который переехал, должен поменять свой адрес в течение 10 дней. Призываем зрителей и слушателей обязательно это делать, заполнять форму, она называется AR11, это бесплатная форма, она находится на сайте USCIS, и даже напоминаем, люди, у которых есть грин-карта, должны заполнять эту форму, сообщать о переезде в другое место, и, безусловно, люди, которые поменяли свой адрес, находясь в процессе каком-то иммиграционном, обязательно должны форму заполнить, а также обновить адрес на своем кейсе, убедиться, что миграционная служба адрес поменяла. Даже если вы раз в месяц переезжаете, это обязательно нужно делать, как бы часто это не приходилось вам делать, потому что вот если вы этого не делаете, то все, естественно, потеряется. Ну и, естественно, если у вас есть адвокат, представитель, лицензированный в иммиграционной службе, с этим проще. Во-первых, этот представитель, ваш адвокат, поможет вам поменять ваш адрес, а во-вторых, любая корреспонденция будет приходить не только вам, но и вашему адвокату. И в этом смысле тоже юридическое представительство очень полезно, потому что почту иммиграционная служба отправляет обычной почтой часто. Если что-то потерялось, то в один адрес письмо может потеряться, но два письма, направленные в разные адреса, потеряться не могут. Поэтому хотя бы одно письмо дойдет, и письма ваши вы получите, переезжаете вы или нет. Вот, значит, вот старый адрес – это большая ошибка, а также очень распространенная ошибка, с чем-то похожая, это попытки сохранить старый брак. Когда, например, вы подали документы через брак, как правило, через брак человеку дается временная грин-карта на 2 года, потом подает на постоянную грин-карту, например, все еще проживая вместе со своим супругом, а потом вот отношения портятся. Так как получение грин-карты через брак занимает длительный срок, то часто люди, опять же, пытаются вот дотянуть, досидеть, как-то не менять ничего до тех пор, пока они не получат документы, хотя при этом и разъехались уже по разным адресам, и, может быть, даже уже личные отношения какие-то новые у каждого участника этой пары завязались. А документы все еще лежат в старом составе по старым каким-то фактам. Как только иммиграционная служба это обнаруживает, она тут же открывает новую папочку, пишет сверху слово investigation, то есть расследование, и начинает все это расследовать и собирать на вас компромат. И такой брак, хотя изначально был нормальным, реальным браком, постепенно как-то начинает превращаться в брак фиктивный. Поэтому, опять же, очень важно этого не делать, если у вас обстоятельства поменялись. Проконсультируйтесь с иммиграционным адвокатом, какие документы подать, что сделать, если вы больше вместе не проживаете. Не пытайтесь дотянуть на основании ранее поданных бумаг, если все уже поменялось. Это приводит к отказам, тоже достаточно горьким и печальным. Последний, может быть, момент, связанный с подачами вот часто и B1, и B2, или так называемыми визами талантов, которые сейчас очень раскручены в интернете, часто об этом все говорят. Значит, очень частая ошибка состоит в том, что человек вообще, в принципе, не понимает, что это за иммиграционная категория, на которую он подает. Он что-то такое прочитал, что-то где-то услышал, но до конца не разобрался, и, возможно, консультацию лицензированного адвоката так никогда в своей жизни не получил. И не понимая о том, куда он просится, что он пытается получить, человек подает свои документы. Это вот тоже очень частая ошибка, которая тоже приводит к отказам, не связанным совершенно ни с какими обманами, а просто с тем, что документы не были правильно подготовлены, не были направлены на ту иммиграционную категорию, по которой они подаются, и, соответственно, офицер миграционный не смог одобрить, потому что соответствующие квадратики у него не бьются в его чек-листе, он не видит, не понимает, каким образом вы требования данной категории удовлетворяете. Поэтому всех призываю не делать, не совершать эту ошибку, консультироваться, разбираться, понимать, что говорится в законе, а какие требования, а на что мне ориентироваться, где делать акценты, а где нет. Уважаемые зрители, какие у вас были отказы? Пишите в комментариях, задавайте вопросы, заходите к нам в чат и задавайте вопросы Татьяне Арестовой. Татьяна, у моего знакомого недавно пришел отказ по грин-карте. Он подавал как раз на EB1 с ускоренным рассмотрением. Может ли отказ быть связан именно с ускорением рассмотрения? Да, вот это часто встречающийся вопрос и часто встречающаяся дилемма. Дело в том, что, посмотрев на законодательство, на требования закона, ничего такого про ускоренное рассмотрение или так называемый премиум процессинг, естественно, открытым текстом не написано.
Но, как говорится, дьявол, он скрывается в деталях. Итак, давайте поговорим о том, что такое премиум processing. Прежде всего важно понимать, что премиум processing требует от иммиграционной службы, например, в случае B1, рассмотреть ваше дело за 2 недели. Это очень короткий срок для того, чтобы разобраться в масштабном материале. Поэтому, насколько мы понимаем из тех документов, которые приходят нам из иммиграционной службы, если мы подаем ускоренным рассмотрением, если приходит одобрение, то, скорее всего, офицер не очень вчитывался в кейс. Ну, это наши догадки такие, потому что, опять же, кейс большой, масштабный, и мы, скажем так, даже удивляемся: о, боже мой, как же они могли прочитать 1500 страниц за такой короткий срок. Но, тем не менее, с таким решением мы, безусловно, не спорим. А вот если приходит запрос на дополнительную информацию, то есть request for evidence, вот здесь мы можем как-то вчитаться в мыслительный процесс офицера и тоже с удивлением обнаруживаем, что офицер и в этом случае тоже ничего не прочитал. Как правило, запрос, который присылает офицер в случае премиум процессинг, приходит в конце этих 15 дней. Он приходит, например, день на 13-14. Такого рода запрос дает вам 90 дней на ответ, то есть дает офицеру еще 90 дней для того, чтобы как-то хотя бы разобраться в вашем деле. Соответственно, часто этот запрос, в большинстве случаев, скажем так, этот запрос написан практически под копирку. Все, что касается вашего дела, это так называемый table of contents, который, то есть табличка содержания, который офицер, так как сейчас все кейсы сканируются, легко просто вклеивает в этот запрос, пишет, что вот вы предоставили нам, и дальше идет содержание, то есть просто перечень документов, которые вы написали, а дальше офицер, как правило, не копая сильно в критериях, просто эти критерии перечисляет и пишет, что вот для этого критерия нужно предоставить это, а для этого это. Спасибо, дорогой офицер, мы, в общем-то, об этом знали и с самого начала. То есть в большинстве случаев подача на премиум процессинг не дает офицеру как следует разобраться в вашем деле. Тем не менее, на премиум процессинг, с моей точки зрения, чаще всего подают люди с более сильными кейсами. Люди, у которых дела не такие, может быть, сильные с их точки зрения, то есть идет такой процесс самоотбора, так называемый self-selection. Они подают обычным процессингом, надеясь, что офицер вот почитает, разберется и, возможно, лучше отнесется к их кейсу, чем в ситуации, когда офицер будет спешить. Соответственно, более сильные дела попадают в тот отдел, который занимается премиум процессингом. И таким образом вы имеете дело с офицером, который, в общем-то, привык к делам сильным. И ваш кейс на фоне этих сильных дел не всегда, скажем так, может выглядеть как дело необычайно сильное. Понятно, если у вас есть олимпийская медаль или вы близки к Нобелевской премии, то зачем затягивать хорошие вещи, стоит подать премиум процессингом, быстренько получить грин-карт и перелистнуть эту страницу вашей жизни. Однако, если ваш кейс не такой вот суперсильный, то стоит подумать несколько раз, подавать ли на премиум процессинг, повышать ли вот этот вот градус, который присутствует вообще во всех делах на столе иммиграционного офицера, и не стоит ли все-таки, может быть, податься обычным процессом для того, чтобы офицер лучше разобрался в вашем деле, не торопился. Вот, стоит заметить, что, насколько мне известно, зарплата офицера не зависит от того, подаете вы на премиум процессинг или нет. Соответственно, тот отдел, который занимается премиум процессингом, торопиться должен, а вот материальных стимулов, насколько мне известно, не получает. Во всяком случае, открытой информации нет такой, что вот зарплата офицера как-то от этого бы зависела. Вот, поэтому, опять же, стоит очень внимательно подходить к вопросу о премиум процессинг. И прежде чем подавать на премиум процессинг, нужно убедиться, что вы действительно считаете ваше дело таким сильным, что его, в общем-то, можно пролистать и одобрить, не читая. Скажите, пожалуйста, Татьяна, если человек получает отказ по грин-карте, означает ли это, что все, ему всегда теперь будут отказывать или нет? И что можно сделать дальше? Что вы рекомендуете делать дальше? Отказ, безусловно, не приговор, однако все зависит от причин отказа, и здесь нужно разбираться. Значит, прежде всего, если отказ связан с какой-то недобросовестностью с вашей стороны, опять же, ситуациями, о которых мы говорили, если у офицера возникли сомнения в подлинности документов, это создает
очень серьезные проблемы для заявителя. То есть, если, правда, на вашей стороне вы, скорее всего, с помощью квалифицированного адвоката сможете доказать, что сомнения не обоснованы, документ подлинный, но если вдруг офицер поймал заявителя на каком-то обмане, на какой-то лжи, то, в общем, возможности данного человека получить грин-карту очень сильно сужаются. Возможно только получить документы в случае, если человек доказывает так называемый extreme and unusual hardship, то есть человек подает петицию о прощении, по-английски мы называем waiver application, и он должен доказать чрезвычайные и необычайные проблемы для ближайших родственников, либо супругов, либо родителей, которые являются либо гражданами, либо постоянными резидентами Соединенных Штатов. Обращу внимание, что дети в данном случае не помогают, даже если дети граждане. Соответственно, можете рассчитывать на прощение, если вы покажете, что американскому гражданину, постоянному резиденту, ближайшему родственнику будет очень-очень плохо. Но, опять же, это чаще всего происходит уже в контексте воссоединения семьи. А если человек находится здесь, в Америке, воссоединяться ему не с кем, у него дело, основанное на либо убежище, либо трудовых каких-то делах, то преодолеть вот это вот предвзятое, скажем так, отношение, которое возникает к заявителю в результате того, что возникли сомнения в его честности, очень-очень сложно. И здесь нужно каждый факт очень детально разбирать, доказывать, что обмана никакого не было, что все документы были подлинными. Но, опять же, если это не так, то доказать это уже, естественно, не получится. Значит, если отказ произошел не вследствие каких-то обманов, а вследствие того, что просто человек не доказал свой кейс, то, безусловно, можно переподать кейс, пересобрать его, пересмотреть акценты, подходы, пересмотреть то, что было подано, как это было подано, исправить упущения, ошибки, которые были совершены раньше. Тем не менее, вот есть такое выражение, что вот ложечки нашлись, а осадочек остался. И вот у меня есть такое ощущение, что осадочек какой-то все-таки остается, потому что прежде всего все документы ранее поданы, они в деле заявителя уже есть. И они никуда не денутся, они будут все равно лежать в вашем так называемом деле. Офицер, который рассматривает вашу следующую подачу, будет видеть вашу предыдущую подачу. Это не значит, что он непременно согласится с оценкой, которую сделал предыдущий офицер, особенно если есть какие-то вещи, которые, скажем так, не были раскрыты, не были правильно проинтерпретированы, информация не была достаточно предоставлена. В этом случае офицер принимает решение по новой. Ну вот приведу пример. Например, приходят иногда люди, они предоставляли информацию о публикациях о них, о соревнованиях, в которых они участвовали. И информации не было представлено достаточно, не был представлен детальный анализ, показывающий, что действительно и соревнования данные являются важными, привлекающими внимание прессы, и публикации, которые человек предоставил, не сопровождались анализом посещаемости данных сайтов, уважаемости, репутации, скажем так, данных средств массовой информации. Если вся эта информация в предыдущей петиции не была подана, но вы пересобираете кейс и докладываете ту информацию, которой ранее не хватало, естественно, предвзятого отношения к вам не будет, поскольку просто не были освещены достаточно те факты, которые в вашем деле, в общем-то, изначально присутствуют. Опять же, бывает такая ситуация, что человек, например, за то время, пока его кейс рассматривался, например, он подал заявку на adjustment of status, получил право на работу и вел здесь, в Соединенных Штатах, какую-то деятельность, например, участвовал в спортивных соревнованиях или развивал свой стартап или еще что-то делал, и появились новые публикации, новые заслуги. Тогда, естественно, тоже наличие новых достижений, которые уже более доказательно устанавливают соответствие с требованиями категории выдающейся способности, помогает кейс выиграть и никак не связывает новый кейс со старым, потому что это уже новые какие-то факты. То есть отказ совершенно не приговор, но, опять же, лучше сразу делать все толком, сразу подавать свой кейс в максимально хорошем, компетентном виде, подавать его с специалистом, который имеет лицензию, и не пытаться, как говорится, проскочить на удачу, поскольку какой-то осадочек вот этого отказа все-таки остается. Татьяна, какие советы вы могли бы дать тем, кто готовит документы на грин-карту,
чтобы избежать ошибок, чтобы избежать возможного отказа? Есть у вас какой-то перечень лайфхаков, что можно, что нужно и что нельзя делать? Ну, смотрите, значит, такого перечня, в который я бы смотрела каждое утро, у меня нет, но общие посылы или пожелания мы можем подытожить, исходя из тех ошибок, которые мы сегодня перечислили. То есть, прежде всего, не надо врать. Собственно говоря, эту простую максиму нам преподавали еще в детском саду. Итак, следующий совет, который я могу дать, внимательно разобраться в теме. Почитать не только нормативные документы, хотя они скучны. Посоветоваться с несколькими людьми, и обязательно у этих людей должна быть лицензия, то есть посоветоваться с лицензированными адвокатами. Один-два адвоката, возьмите консультацию, сравните, выберите стиль, который вам подходит, выберите человека, который вам подходит. И не пытайтесь решить свои миграционные проблемы сами. У американцев даже есть такая поговорка, что адвокат, который представляет сам себя, имеет клиентом полного дурака. И эта поговорка относится к адвокатам с лицензией. В данном случае человек, не обладающий пониманием американской юридической системы, имеет очень слабые шансы по сравнению с другими заявителями, которые потрудились, наняли себе миграционных адвокатов. Поэтому, безусловно, работайте с профессионалами, и это максимизирует ваши шансы на успех. Спасибо вам большое, Татьяна. Спасибо за ваш опыт, за ваше время, за то, что делитесь вашей огромной практикой, опытом, ошибками и советами с нашими зрителями и слушателями. Спасибо всем. Пусть все ваши визы и грин-карты будут одобрены. До встречи в Америке.